Сначала я расскажу вам про самые вредные продукты для мозга. Те, кто употребляет много сахара, имеют меньший объем мозга, повреждаются нервы, и заканчивается это все блокадой артерий, в конечном итоге инсультом. Из-за выпитых 100 граммов водки гибнут тысячи клеток мозга. А если недосып накапливается и бессонница переходит в хроническую форму, при лишних килограммах энергия тратится, но мозг ее недополучает. Так как же все-таки не навредить мозгу и уберечь его от негативных воздействий? Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня поговорим о мозге. Мозг – важнейший орган в нашем теле. Мы прекрасно знаем, что здоровье сердца, суставов, печени, желудка, кожи – это очень важно. А вот о здоровье мозга больше всего само здоровье это оцениваем как психологическое здоровье, а не с биологической точки зрения. А ведь мозг контролирует огромное количество процессов в организме. Мозг работает даже ночью, в то время, когда мы крепко спим. Оказывается, что употребление некоторых продуктов и определенное наше поведение в буквальном смысле делают нас глупее. Так как же все-таки не навредить мозгу и уберечь его от негативных воздействий, чтобы он служил долго верой и правдой? Сначала я расскажу вам про самые вредные продукты для мозга, которых нужно избегать, а потом поговорим, какие действия опасны для здоровья мозга. В общем, мы разберем, что убивает мозг и от чего мы становимся глупее. Так что досматривайте видео до конца, будут интересные факты о здоровье нашего мозга. Кстати, дорогие мои, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и не пропускать интересные видео. Итак, поехали. Первое. Начнем с продукта, у которого больше всего приверженцев. И это продукт, который в буквальном смысле забирает наше здоровье, здоровье мозга. Это сахар. Вообще ни один продукт на Земле не создал такое количество проблем со здоровьем, как сахар. В принципе, это продукт не свойственный для человеческого организма. Кстати, его придумали не так давно, порядка 300 лет назад. И он получен искусственным путем. С тех пор в современном мире его употребляют огромное количество, слишком много. Примерно через 20-30 минут после употребления сахара наша способность думать снижается на 30-35%. Вдумайтесь в эти цифры. Те, кто употребляет много сахара, имеют меньший объем мозга, то есть это доказано, худшую память. Также они более предрасположены к развитию такой болезни, как Альцгеймера, когда со временем мы даже можем не узнать наших близких людей. Когда сахар попадает в сосуды, это можно сравнить с образованием ржавчины в трубах. Нарушается проходимость крови и появляются области закупорки сосудов. И сосуды постепенно становятся жесткими, повреждаются нервы, и заканчивается это все блокадой артерий, в конечном итоге инсультом. Сахар постоянно провоцирует микровоспаление практически во всех тканях нашего тела. К мозгу это тоже относится. У многих из нас есть убеждение, что мозг питается глюкозой. Значит, я ему даю энергию, но на самом деле сладости еще и провоцируют воспаление во всех тканях нашего тела. Идем дальше. Трансжиры. Это в первую очередь касается всех любителей фастфудов. То есть это все, кто любит глубокую прожарку, чипсы, сухарики, кондитерские изделия. Также трансжиры содержатся в полуфабрикатах и во многих хлебобулочных изделиях. Конечно же, маргарин и рафинированные масла, тут очень много трансжиров. Трансжиры способствуют накоплению плохого холестерина в сосудах, ведут к проблемам с сосудами. И это напрямую связано с проблемами головного мозга. Далее, очень негативно влияет на наш мозг, конечно, алкоголь. Многие считают, что алкоголь влияет только на состояние печени, на состояние нервной системы. Но многие исследования показывают, что алкоголь также разрушает клетки нашего мозга. Особенно в подростковом возрасте мозг очень чувствителен к алкоголю. И когда подросток выпивает, ему это может нанести просто непоправимый особый вред. Многие эксперты утверждают, что до 20 грамм чистого спирта в день относительно безопасная доза, но последние исследования четко показывают, что безопасных доз нет. Алкоголь убивает мозг и организм в целом. Смотрите, как это происходит. Когда алкоголь, даже в небольших дозах, попадает в кровь, эритроциты слипаются, и в крови образуются тромбы, которые закупоривают микрокапилляры. И это ведет к тому, что они вздуваются и лопаются. Из-за выпитых 100 граммов водки гибнут тысячи клеток мозга, которые не восстанавливаются. А через 24 часа эти клетки выводятся через мочеполовую систему. Идем дальше. Теперь давайте поговорим, какое наше поведение также ведет к ухудшению здоровья мозга. И первое, на чем я хочу сделать акцент, это значение и важность водного баланса организма. И как это влияет на наш мозг.
К сожалению, для многих сегодня утратила вообще значимость пить воду, она вообще утрачена. И ее заменили на соки, компоты, различные сладкие напитки, чай и т.д. Тем не менее, воду ничем не заменишь. Попробуйте вымыть машину, например, компотом, или потушить пожар киселем. Наверное, такое вряд ли кому-то придет в голову. Когда значимость воды утрачена, в организме происходят процессы обезвоживания. На эту тему, кстати, еще более года назад у меня на канале записана лекция. Кому интересно узнать, какие симптомы указывают на обезвоживание организма и какие болезни развиваются от проблем обезвоживания, и как это все можно изменить, я рекомендую потратить полчасика и посмотреть эту лекцию. Ссылочка на лекцию будет где-то сейчас выше. Так вот, о ценности воды для нашего мозга. Давайте немножко поговорим. Мозг использует воду для передачи нервных импульсов. Когда ее недостаточно, клетки начинают сжиматься. Нарушается передача импульсов между нервными окончаниями. И в результате мы очень быстро устаем, сложно концентрироваться и начинаем забывать даже такие важные вещи. Многочисленные исследования показывают, что когда происходит потеря жидкости всего на 2% от массы нашего тела, сложнее сконцентрироваться и на действии или принять какое-то правильное решение. Дальше. Недостаток сна. Когда наш мозг полноценно не отдыхает, он всегда тормозит и хуже обрабатывает любую информацию. А если недосып накапливается и бессонница переходит в хроническую форму, преследуя это все, нас преследует ежедневно, это приводит к смерти клеток головного мозга. И дальше головные боли, частые перепады настроения, то есть начинается гормональный дисбаланс. Недосып даже может уменьшить размер мозга. Для того, чтобы мозг нормально восстанавливался, нужно спать минимум 7-8 часов. Далее. Переедание и тяжелая пища, которые сложно усваиваются. Они тоже влияют на состояние мозга. Мозг постоянно тратит энергию, а переваривание еды требует много энергии. При лишних килограммах энергия тратится, но мозг ее недополучает. Так что если вам нужно быть в какое-то время в ресурсе, поешьте за пару часов до важной встречи какой-то или умственной нагрузки. Еще для мозга важно чувствовать радость и удовольствие. Например, если вы не любите свою работу и она вас грузит, мозг будет быстро истощаться, будет тормозить. Когда работа в радость, мозг отлично будет соображать. Если сегодня я рассказала о том, что убивает мозг, то в следующих видео обязательно расскажу, как улучшить здоровье мозга и правильно его накормить. Подписывайтесь на канал, жмите сразу на колокольчик и не пропускайте ни одну интересную новинку. А для тех, кто досмотрел это видео до конца, у меня для вас полезный подарок. Это чек-лист 46 полезных продуктов с витамином В6. А витамин В6 необходим для хорошей памяти, для здоровья мозга и еще для огромного количества функций в нашем организме. Ссылочку для скачивания полезного чек-листа я разместила в описании под этим видео. Кликайте по ссылке и забирайте бесплатно полезный чек-лист 46 продуктов с витамином В6. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Будьте здоровы, берегите себя и до встречи в следующих видео.